Лодка, которая движется со скоростью V1, система отсчета связана, должна переплыть речку самым кратким путем. Какой курс должна держать лодка, если скорость речки V2? Какая скорость лодки относительно Земли? Сколько времени уйдет на переправу, если ширина равна S? Скорость лодки дана. V лодки равна 6 метров за секунду. Скорость реки V реки равна 2 метра за секунду. Ширина речки S равна 220 метров. В задаче спрашивается, какой курс должна держать лодка. Это какой-то угол должна она держать относительно, сейчас мы покажем какой. И какая будет скорость лодки относительно Земли. Время, которое необходимо для того, чтобы совершить переправу по этому самому краткому пути. Нарисуем картинку, которая сопровождает эту задачу. Вот у нас речка. Вот речка. Известна ширина речки 220 метров. Это расстояние S. Равно 220 метров. Есть скорость течения реки. Река у нас движется вот в этом направлении, и это V реки. И есть скорость лодки, которая известна как 6 метров за секунду. Для того, чтобы плыть по самому краткому пути, лодка должна пройти вот это расстояние по самому краткому пути. Потому что если мы просто будем ориентироваться на то, чтобы лодка держала курс перпендикулярно берегу, тогда ее просто-напросто снесет на какое-то расстояние. А так лодка должна держать курс под углом против течения реки. Для того, чтобы уже результирующая скорость этой лодки была направлена перпендикулярно к берегу. Поэтому давайте немножко укрупним вот эти значения скоростей. Вот это у нас будет направление перпендикулярное к берегу. Лодка должна держать курс под каким-то углом. Вот это скорость лодки. Вот это скорость реки, которая будет ее сносить. Вот так. Это V лодки, это V реки. А вот это будет V третья, которая будет результирующая скорость, если лодка будет двигаться под таким углом перпендикулярно. И вот это с этой скоростью, естественно, лодка будет переплывать речку. Потому что часть ее мощностей, часть ее скорости уйдет на преодоление течения реки. Таким образом, мы можем сразу определить некоторые данные. Этот угол, который лодка должна держать по отношению к этой линии, которая перпендикулярна берегу, можно определить из вот этого треугольника. Этот угол альфа, который вот здесь, должен быть прямоугольным треугольником, лежит катет, который определяет значение синуса угла. Этот катет делить на гипотенузу, мы получаем синус значения альфа. То есть синус альфа, можно сказать, равен это V реки делится на V лодки. Вот сразу мы определили синус. Итого мы получаем 2 метра в секунду делить на 6 метров в секунду. Мы получаем, это сокращается у нас, получаем 2 шестых, или получаем 1/3, или приблизительно, очень длинное получается значение 33 и так далее. Тогда угол альфа, если он имеет значение синуса вот такой, будет приблизительно равен 14,5 градусов. Это по таблице синуса мы находим, когда значение есть у нас, таблица синуса. То есть таким углом он должен быть направлен против движения для того, чтобы двигаться перпендикулярно к берегу. Теперь мы можем посчитать, какая должна быть скорость, в которой движение по преодолению вот этого расстояния 220 метров. V3 у нас чему будет равно из этого треугольника прямоугольника? По теореме Пифагора она равна квадрат гипотенузы минус квадрат катета равен вот этому квадрату. То есть V3 в квадрате. Напишем так. V лодки в квадрате, это гипотенуза, равен V реки в квадрате и плюс V3 в квадрате. Отсюда V3 в квадрате равна V лодки в квадрате минус V реки в квадрате. Давайте будем подставлять отсюда V3 и можем сказать, что V3, вот эта составляющая скорости будет равна корень квадратный из V лодки в квадрате минус V реки в квадрате. Давайте подставим значение, уже конкретно нам же известно скорость реки, скорость лодки. Мы можем знать, какая у нас будет скорость, с которой лодка будет преодолевать вот это расстояние. Итого подставляем значение. Корень квадратный V лодки это 6 метров за секунду все в квадрате. Минус 2 метра за секунду в квадрате. Для того, чтобы не терять ни размерности, ничего, сделаем то же самое, как мы делали в предыдущей задаче, если можно посмотреть. Разделим вот эти значения метры за секунду в квадрате, попытаемся вынести. У нас будет 6 в квадрате, что множится на метры на секунду в квадрате, минус 2, умножится на 2 в квадрате, метры на секунду в квадрате. Вынесем за скобку под корнем метры за секунду, выносим в квадрате. В скобках получается 6 квадрат минус 2 квадрат. Теперь вот это значение можно
вынести просто из-под корня, без квадрата, метры за секунду. И корень квадратный какой получается? 6 в квадрате 36 минус 2 в квадрате 4. То есть мы получаем метры за секунду, корень квадратный из 32. И тогда приблизительно получится корень квадратный из 32, получается 5,66 метра за секунду. Итак, вот эта скорость V3 получили 5,66. Опять же приблизительно, потому что корень добывается не точно. Вот такая будет скорость передвижения лодки вдоль перпендикулярной линии, которая равна 220 метров. И теперь мы можем узнать время, которое необходимо для того, чтобы лодка преодолела это расстояние. Это будет равно у нас вот это S, деленное на V3. И подставляем эти значения. 220 метров делить на 5,66 метров за секунду. Естественно, метры сократятся, секунды пойдет наверх. Итого мы приблизительно метры можем сразу сократить, секунды уйдут в числитель. Итого мы можем приблизительно сказать, что это будет 38,9 секунды. Теперь будем знать о том, что угол, под которым лодка должна держать этот курс по направлению к прямой линии пересечения речки Альфа, приблизительно должен быть равен 14,5 градуса. Скорость, которой он пересекает эту речку В3, равна 5,66 метра за секунду. Естественно, меньше, чем 6 метров за секунду. И время, которое он должен переплыть эту речку с этой естественной скоростью, равно приблизительно 38,9 секунды.